Так, всем привет-привет. Что хочу сказать, мы сейчас разбираем Субина. Ну, например, я не знаю, будет такое название, навряд ли будет такое название. Субин оказался предателем. С чего бы это, да, учитывая, что сейчас творится, в общем, вокруг BTS, если посмотреть вообще СМИ, что пишут, ну, даже, например, то, что в Лондоне там антифанаты пытаются сорвать целенаправленно продвижение группы BTS фанатами. Ну, скажем так, вот, в общем. Ну, а также и внутри компании там, в общем, творится непонятно чего, да, вот Бан Шихёк и далее Мин Хи Джин, в общем, сегодня, как бы, да, вот там такая ситуация с СМИ. Ну, и вообще очень много кое-чего происходит. Скажем, такого, что, допустим, мы, конечно, с вами, как фанаты, продвигаем группу BTS, мы говорим о ней, мы там размещаем посты, в общем, но есть антифанаты, которые какие-то слухи распространяют, которые вообще не имеют никакой, как я говорю, никакого там фундамента, никакой почвы. Ну, например, даже мы с вами сейчас разбирали, к примеру, клинику, да, вот этот баннер какой-то, то есть всячески пытаются, ну, к примеру, цеплять группу BTS, там, артистов, чтобы как-то, вот, в общем, внести дисбаланс вообще в их продвижение. Ну, скажем так, я много-много там, одно, второе, третье подхожу к этому плавно. И вот, в общем, вот тоже эта тема, они говорят в интернете, Субин оказался предателем. Стало известно, что все шаги Тэхёна передавал в хайп, а именно Бан Шихёку. Бан Шихёку. Никто об этом достоверно ничего не знает. Я хочу сразу сказать. Нет никаких источников. Никто с них об этом не заявлял. И, допустим, увидели Субина вместе с Бан Шихёком, что он там посещал заседание. В общем, Бан Шихёк посещал заседание, его сопровождал Субин. Все. Об этом сразу, в общем, раздули и начали говорить. Все, предатель, в общем. Да? Вот это, знаете как? В одних, ну, как бы вот это все же раздувает фанаты, сами фанаты, понимаете, да? Польза от этого какая? Вред вообще, понимаете? О чем речь? Менеджер группы, вот я вам зачитываю, который всегда сопровождал Ви даже на мероприятия за пределами страны во время его военной службы, и который, как выяснилось, в ходе полицейского расследования был ближайшим доверенным лицом Бан Шихёка, человек, ответственный за передачу информации о передвижениях. Ви непосредственно Бан Шихёку управлял расписанием Ви, и в соответствии с указаниями Бан Шихёка передавал какую-то информацию, в общем, ну, как бы пишут, можно догадаться, как получилось, что мы много раз, что было довольно странно, ездили в один и тот же город, вообще о чем речь, ну, так, вырвано из контекста вот это, ну, ладно. Вот что реально пишут, да, и если мы посмотрим СМИ вообще, то пишут, в принципе, и южнокорейские издания пишут о том, что председатель и основатель хайп Бан Шихёк получил запрет на выезд из страны, об этом до сих пор продолжают писать и обсуждать. Полиция запретила ему покидать страну во время следствия по подозрению о нарушении закона о рынках капитала. Об этом вот пишут, да, корейские СМИ подробно описывают обвинения, в общем, подозрения в том, что он вводил инвесторов в заблуждение, возможные коллективные сделки с последующей прибылью, которую он мог получить, полицейский обыск в штаб-квартире, но об этом много-много кое-чего пишут. Да, и в корейской прессе идет упоминание об участии... в корейской прессе об менеджере группы BTS, да, есть ли какие-то упоминания? Нет такого. Ни в одном источнике, понимаете? Это только фанаты, только фанаты.
только говорят о Бан Шихёке. Упоминание, что менеджер предавал передвижение участников, передавал передвижение участников BTS, что полиция расследует действия менеджера, или что расследование имеет связь с переездом артистов. Нет такого ничего по поводу Субина. Единственное, я хочу сказать в его защиту сразу, да, вспомните, с Португалии приехали мемберы, да, и этот Субин просто как наседка над Тэхёном, да, и поддержал там рукой, чтобы Тэхён там не ударился. И он как, в общем, знаете, так наседка приобнял его там и направлял к транспорту и защищал там. В общем, видно, что он очень-очень, ну, как бы заботится о нем, понимаете, да. И потом мы возьмем какие-то посты от них также были, да, и, например, Субин, видно, что Тэхён очень хорошо относится к Субину, да, даже вот взять Гавайи, где там Чунгук, Гавайи, от Тэхёна был в 2024 году пост, видно, допустим, что они совместно там были, я надеюсь, когда-то мы увидим контент оттуда, с Гавайи, я уверена, что они там что-то записывали, да, надеюсь на это, и нам когда-то что-то покажут. Помните, Тэхён там написал: «Я скучаю», и Чунгук, в общем, улетел на Гавайи, да, как это, в общем, все обсуждалось и фанатами, вегукерами. Я хочу сказать, что я уверена, что Субин и Тэхён, они в хороших отношениях, да, и речь не идет вообще ни о какой-то слежке, доносах и так далее, да. Фан-сообщество, люди обсуждают и интерпретируют, в общем, что касаемо Бан Шихёка. Многие выражают недоверие к компании и системе. Это очень много обсуждается в интернете. Появляются теории, в общем, да, какие-то теории от фанатов, но как бы официально они ничем не подкреплены, просто это обсуждение. Реальные источники пишут только про юридическое расследование Бан Шихёка и запрет на выезд. Никаких официальных публикаций у менеджера, который предавал Ви из BTS, нет в корейских СМИ. Еще раз я хочу об этом сказать. Но у нас есть карта второго вопроса, я их сейчас открываю. Вот, я, конечно, записала это видео, но оно у меня, в общем, слетело, очень жаль, теперь записываю вот в другой раз. Есть ли скрытая информация, которую нам не показывает, что касаемо, в общем, этой ситуации? Так, открою себе еще, чтобы я видела это, чтобы точно считали карты. Это же карты. Хотя они как бы считают и расскажут, что им надо, то они не скажут, в общем. Так, есть ли скрытая информация, которую нам не показывают, да? И вокруг этой ситуации, вот я смотрю, и вы это видите, Субин, в общем, Бан Шихёк выходит с машины, Субин рядом. Но есть ли действительно что-то скрытое за кулисами, или это просто догадки фанатов, да? Если, ну, например, там, да, вот все-таки Субин там докладывает или не докладывает. Вот такая вышла карта. Девятка мечей вышла карта. Ну, вообще я хочу сказать, карта, конечно, она такая эмоциональная карта, и она, естественно, несет какой-то негатив. Да? Возможно, какие-то негативные разговоры по этой карте. Карта может говорить о... Это однозначно информационная карта. Она может говорить о том, что есть внутри недосказанность какая-то, есть что-то, что не вносится на публику. Ну, эта карта может об этом говорить, да? Но вообще эта тема может касаться взаимоотношений самого Субина с Бан Шихёком, к примеру, да? Вообще карта необоснованных страхов каких-то, да? Вот. Карта может говорить, что это... еще карта может говорить тоже о слухах и необоснованные слухи.
Понимаете, да? То есть я хочу сказать, эта карта, скорее всего, она вот под собой, как таковой, эта карта, знаете, энергия такая, пришла, ушла по этой карте. Она не имеет под собой, эта энергетика этой карты, вообще никакой почвы. То есть я хочу сказать, это чисто эмоции и какие-то страхи за что-то. Но эта карта не обоснована. Понимаете, да? Я хочу сказать, в любом случае по этой карте есть внутри компании не какая-то недосказанность. Она и может быть по большому счету. Он, если, скажем, Субин, он просто охранник, да, вот. И что ему скажет, то он и делает. И не факт, что он прям все стопроцентно кому-то что-то там докладывает и что-то обсуждает, да. Ну, к примеру. А может быть, я смотрю на фотографии, здесь он рядом как телохранитель Бан Шихёка, а также вот есть и фотографии тут Тэхёна, да, и он как бы тоже защищает его, тоже страхи, боится, как, скажем, он несет ответственность и за Бан Шихёка, за охрану, а также и за Тэхёна. Может быть, об этом карта говорит, да. Но это как бы такие страхи, они не несут, даже вот он охраняет, как бы, и в принципе в тот момент, когда он совершал эти защитные какие-то действия охранные, то есть ситуация какая-то внешняя не могла понести, ну, нанести какого-то реального ущерба им. Ну, к примеру. Дальше, что там у нас? Следующий вопрос. Это внутренняя корпоративная история или раздутый фан-скандал? В общем, скажем, да, ну, насчет предательства Субина. Вот такая карта вышла. 7 чаш вышла. И, кстати, я же делала на это расклад, и он у меня ушел, как бы, да, не записался. Я хочу сказать, там тоже выходила именно на это выходила 7 чаш. Конечно, вы можете мне не верить, потому что вы это не видите. У нас люди привыкли так, да, вообще человек так устроен. Он верит тому, что видит. Но я хочу сказать, вот эта карта, она выходила на этот же вопрос и в первом у меня раскладе. Это говорит о том, что это все просто разговоры, вода, иллюзия. Да? И больше я много не буду рассказывать. Это фанаты раздувают много домыслов. Все. В принципе, карта в точку. Вышло раздутие и домыслов. Так, это внутренняя корпоративная история и раздутый фан-скандал. Все. 7 чаш. Вы можете посмотреть в интернете, почитать, повлияет ли это на репутацию Тэхёна вообще. Ну, вот это вот Субин, ну, как бы вот эти все разговоры и так далее. 6 мечей. Вообще-то, как бы карта говорит, да, в каком-то роде это информация, тоже мечи, информация. Информация это гуляет по интернету, это однозначно карта. Но это карта своего рода перехода информации с одного состояния в другое. Либо по этой карте информация, она раздувается дальше, либо эта информация, она уйдет, просто рассеется, как туман. В этой карте есть такое значение. Вот. А эта карта, она говорит о каком-то накоплении. И, то есть, ну, в тему этого, понятное дело, информация это обросла комом, да. Но как бы карта переосмысления, даже девушка вот едет в поезде, в дороге, это в любом случае 6 мечей, она всегда связана с передвижением этой информации, если мы говорим о информации. И это, например, карта перемещения с одного состояния в другое состояние. И если касаемо вот этой ситуации, это переосмысление вот именно вот этого контента, переосмыслить, в общем, ну, как бы, или этот контент, эта информация с одного состояния перейдет в другое состояние, можно так сказать, да. Вот, это переход на новый уровень, да. Ну, понятное дело, значит, смотрите, какая-то информация, может быть, карта связана с будущим, и какая-то информация, что касаемо взаимоотношений Субина и Тэхёна, возможно, будет какая-то в будущем информация, которая изменит ход событий. Ну, например. Или, например, ну, как бы, вот, что касаемо вот эту информацию, она как бы сведет на нет. Ну, к примеру, да, в будущее.
Потому что эта карта, она неплохая, она хорошая карта. Вот, так, именно так. Дальше. Ну, то, что по этой карте есть какой-то информационный, ну, например, ну, не удар, скажем, а информационная волна есть, да, в общем, это да, ну, мечи вышли. Был ли намеренный слив информации, что касаемо Тэхёна, ну, на пустом месте, не на пустом, была ли это сознательная передача информации или обычная рабочая коммуникация? Вообще-то мы увидели там семерку чаш. Семерка чаш, она говорит о том, что это опять чаши вышли, в общем, это шестерка чаш. Видите, да? Это совершенно не информация, в общем. Это как бы по этой карте, опять же, тема только разговоров. Это по этой карте может происходить, хотя карта очень хорошая, шестерка чаш, но по этой карте может быть какая-то манипуляция. Ну, например, да? Ну, я просто говорю вам из опыта, да, может быть. Это карта победы, завершения. Это шестерка жезлов вообще-то карта, да? Вот. Был ли намеренный слив информации? Ну, и, скажем, эта карта не слива тоже информации, передачи какой-то информации. Это больше обычная рабочая коммуникация, например, да? Вот в тему этого. Ну, если что касаемо передвижений Ви, или, например, если у него что-то спрашивали по поводу Тэхёна, и он там отвечал, то эта карта может говорить о том, что он, это, во-первых, все шестерки связаны с выбором, и, может быть, вообще фильтровал всегда базар, что сказать, да. Эта карта, ну, очень положительной энергетики, карта успешного чего-либо. И, может быть, карта говорит, ну, карта благополучная такая, понимаете, да? Вот. И, например, в этой карте может быть вот как раз по шестерке жезлов он озвучивал то, что у него требовали, да? Или, например, даже карта может подразумевать под собой, ну, например, он мог сам делать какой-то выбор, что дать им, потому что эта карта, она связана с какой-то потребностью. То есть, если он как бы посчитал нужным что-то дать, то он дал, не считает нужным дать, не давал, в общем, понимаете, да? Так, ну и все. И вообще шестерка жезлов, она последняя вышла карта, она как бы закрыла этот наш расклад. Я хочу сказать, шестерка жезлов очень хорошая карта, то есть вообще тема закроется. Это, ну как бы... Не будет раздуваться эта информация в плане того, что там была какой-то там, как тут правильно сказать-то, было какое-то предательство там со стороны Субина или не было. В общем, нет. Вот. Это шестерка жезлов, карта такая энергетики очень хорошая. То есть Субин, например, по шестерке жезлов, он чутко знает, что он делает. И по этой карте вообще эта карта не вреда, понимаете, да? Вот. Вот так. Все, закрываем. Ну, почему-то мне еще хочется карту достать, в общем, да. Давайте на взаимоотношения Тэхёна и Субина закроем эту тему. Тэхён и Субин. Хотя этого вопроса нет, но почему-то вот мне хотелось еще достать карту их взаимоотношения. Вышла карта пятерка мечей. И вот, например, вот эта карта, вы знаете, своего рода борьбы и конкуренции. Вообще карта, я вам скажу, ну, не очень на взаимоотношения. Это, например, в этой карте присутствует какой-то эгоизм, потому что эта карта, я ее так называю, и все так ее тарологи называют, это карта победителя, в общем, разбил, победил и ушел ни с чем, в общем, да. Эта карта, она связана с каким-то эгоизмом, да. Но давайте начнем с того, что, например, у каждого человека, человек вообще не без эгоизма. У любого человека есть какие-то свои цели, кстати, мечи цели. И он их по жизни, в общем,
как скажем, да, и цели свои преследуют для достижения какого-то результата. Ну, начнем с того, вышла такая карта, да, карта конкуренции, в общем. А карта может говорить еще о какой-то критике и, например, в сторону этого, да. Вообще пятерка мечей, она затрагивает тоже коллектив, это точно, это коллективная карта. И может говорить о том, что, возможно, ну, он охранник, ему куда скажут идти, давайте начнем с того, туда он и идет, понимаете, да? Вот, и эта информация, может быть, карта вышла о негативном мышлении со стороны фанатов, что касаемо их взаимоотношений. Может быть, оклеветать в этой карте есть. Да? Ну, вот, а им, например, вот даже Тэхёну там, да, или Субину, да, жесткий отпор. Может быть, тема в этом вышла, что у них есть взаимоотношения. А карта может говорить, что с окружения идет клевета. Может быть, об этом карта. Давайте еще карту достану. Не хочу эту карту на их взаимоотношения. Шестерка пентаклей. Вот это как раз карта, знаете, именно взаимоотношений карта вышла. Шестерка пентаклей очень хорошая карта. Это, знаете, в этой карте разный возраст идет, разное материальное положение. То есть разница. Как Тэхён и Субин, разные энергии, можно сказать, да, совершенно разные энергии. Это приобретение чего-либо. Ну, например, для Субина там от Тэхёна что-то приобретение, да, даже просто поддержка, добрые слова. Тэхёна от Субина тоже. Это очень хорошая карта. Это, например, знаете, если Тэхён, он, возможно, как кто-то с них как один благодетель для другого, да, карта благотворительности часто выходит, да. Эта карта однозначно отдавать, делиться, и за это, что отдал, поделился, получить, в общем, да, вот. Все имеет по этой карте свою цену. Ну, шестерка пентаклей, это вышла карта не таких прям дружеских отношений, рабочие такие отношения, да, но очень такие, знаете, отношения, которых связывают что-то, к примеру, да. По этой карте даже может быть вынужденные какие-то обстоятельства. И понимаете, это не совсем карта такой прям дружбы. То есть в этой дружбе есть, ну, например, всегда... кстати, и пятерка мечей об этом, и шестерка мечей. У них у одной карты и у другой карты есть такое, что ради какой-то цели, да, ну, например, если дружба, то ради какой-то цели, ради какой-то выгоды и там еще чего-нибудь. В общем, можно это долго мусолить, но хочу сказать, если на их взаимоотношения вот эти две карты, то каждый преследует свои цели. И вот это я вот четко просто сказала. Есть взаимовыгода какая-то, понимаете, да? И над этим подытожу. Ну, то, что я такую хорошую карту вот прикрыла и закрыла этот расклад, это хорошая карта, в общем. И все. Всех люблю и всем пока. Спасибо за поддержку.